Здравствуйте, друзья! Как в древности плавили камень. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. То, что в древности работали с пластичным камнем, очевидно уже для многих исследователей, не отягощенных догмами. Следы такой работы видны повсеместно, на всех континентах и в большом количестве. Но виден только результат, и нет понимания, как это было сделано. Версий на эту тему существует множество. Современная наука уже теоретически обосновала возможность придания твердому кристаллическому телу пластичности с последующим возвратом к твердости. И сегодня это признанный факт. Другое дело, что реализовать на практике этот метод пока невозможно, так как он связан с радиацией, нейтронными излучателями и огромными затратами. Если камень все-таки расплавить до жидкого состояния, а потом остудить, то это будет уже совсем другой материал, с иными свойствами. То есть, кристаллическая решетка камня, конечно же, поддается температурному воздействию, но при этом разрушается и теряет свои свойства. Поэтому воздействовать на минерал надо так, чтобы только немного ослабить связи в решетке, не разрушая ее. Есть еще одно предположение, как размягчали камень. О нем, кстати, говорят многие древние легенды, что камень можно сделать пластичным, воздействуя на него особыми, специально подобранными звуковыми волнами. Инки говорят, что камень поливали соком неизвестного дерева, и он становился мягким. Судя по результатам работы древних мастеров, они делали камень пластичным разными способами, в зависимости от поставленных задач. Причем их не пугал ни вес, ни объем. С многотонными глыбами они работали легко и непринужденно. Одним из показательных примеров такой работы является скала Сигирия в Шри-Ланке. В переводе с тамильского языка Сигирия означает «львиная скала». Гора представляет собой скальная плата площадью 1,5 гектара, которая одиноко возвышается на 170-метровой высоте над окружающей равниной в самом центре острова Цейлон. С 1982 года Сигирия была включена в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. По официальной версии, на вершине львиной скалы раньше располагался дворец короля Касьяпы, правившего в V веке, а вокруг нее существовал город с садами и парками. Этот так называемый дворец представляет собой чудо инженерного и строительного искусства. А самое главное, непонятно, как можно было выполнить такой объем работ в таком труднодоступном месте и на такой высоте. Одной из многочисленных загадок Сигирии являются большие и маленькие углубления прямоугольной и квадратной формы, как предполагают, выдолбленных в скальной породе. Причем таких углублений настолько много, что ими буквально изрезано все плато. А объем выполненной работы такой, если их, конечно, долбили, что вполне может сравниться со всей остальной работой. Никто не может сказать, для чего были нужны эти выемки. Гиды наивно утверждают, что их сделали монахи, чтобы было легче перемещаться по гладким скалам и монолитам. При изучении многочисленных фотографий Сигирии выявилась некая закономерность. Как правило, в одном месте рядом встречаются оба типа углублений. Например, на валуне, изображенном ниже, видны большие квадратные выемки, идущие вверх, и большие прямоугольные, идущие горизонтально влево. Вот так выглядят квадратные лунки вблизи. Полное впечатление, что их не выдолбили, а вдавили. Такое ощущение, что по большому куску пластилина проехали круглым роликом с квадратными насадками. Возможно, что углубление – это вмятина от некоего технического устройства, которое делало этот камень пластичным. Если предположить, что для размягчения камня было необходимо применение двух типов устройств, например, для создания разночастотных колебаний, то тогда квадратные следы – это один контакт, а прямоугольные – это другой. Возможно, принцип размягчения камня был чем-то похож на работу современного сварщика, который подключает массу к столу,
и далее при помощи сварочного оборудования работает в любом месте. Возможно, точно так же к валуну подключалась масса, а далее агрегаты, перемещаясь по камню, делали его мягким, придавая нужную форму. Сразу возникает резонный вопрос – зачем? Объяснение может быть очень простым. Все-таки это дворец, и бесформенные глыбы тут ни к чему. Немного подровняли, сгладили углы, и получилась красота. Необходимо отметить очень важный момент. Те, кто создавал этот и многие другие подобные объекты, никогда ничего не делали просто так. Во всем должна была присутствовать многофункциональность и гармония. Это характерная и отличительная черта монументальных сооружений такого уровня. Вообще непонятно, как все эти гигантские валуны оказались именно в этом месте. Вполне возможно, что их выламывали из скалы, планируя верхнюю часть плато, а потом, придав эстетичную форму, сделали сад камней. Но верхняя часть склона скалы отличается от нижней части, причем создается впечатление, что скалу просто чем-то облили сверху. Это потому, что так оно и есть. В некоторых местах верхний слой даже загибается вверх, как обычная штукатурка. Так происходит по причине того, что этот слой хоть и является единым целым с материнской породой, имеет другие характеристики и более твердый. Этот слой вызывает немало споров в ученой среде. Если бы такого, похожего на эмаль покрытия не было, то вода просачивалась бы внутрь скалы и постепенно ее разрушила. Нет смысла возводить такие монументальные сооружения на скале, которая через 200-300 лет может обвалиться. Поэтому верхняя часть Сигири была обработана и укреплена. Трудно представить монаха, который согласился бы в этом месте вырубать ступеньки. На самом деле это следы от установки, которая шла и плавила скалу. Вязкая масса стекала вниз, покрывая нужные участки защитным слоем. Видно, что это именно вмятины, оставленные в чем-то вязком, как пластилин. И эрозия тут ни при чем. Этому покрытию ничего не делается вот уже сотни лет. Еще один просто потрясающий артефакт. Мало того, что слабо представляется, как можно было сделать такой водосток на такой высоте, но для того, чтобы нижняя часть выступала, необходимо было стесать всю скалу вокруг. Но на скале нет никаких следов механической обработки. А вот если предположить, что скала была мягкой, то из материала желоба водостока можно было сделать нижнюю часть. К тому же слева отчетливо виден так называемый сосок, к которому, видимо, подключались механизмы. И прямая линия, которая может образоваться, только если к мягкому материалу приложить узкий прямой предмет. Например, линейку. Так что водосток, похоже, делали с левой стороны, а полоса – это второй контакт. На этой глыбе, скорее всего, настраивали технику, подбирали частоты, немного поплавили, подрегулировали, вырезали объем, сделали бордюрчик, убедились, что все работает, и вперед. Вот еще один замечательный образец. Видны продольные полосы, образованные прямоугольным контактом в несколько проходов, и большие квадратные выемки. Из этого снимка можно сделать очень интересные предположения. Камень плавили именно большие прямоугольные насадки, а квадратики – это след от опоры, на которой передвигался сам аппарат. При этом опоре ничего не мешает быть вторым контактом. До сих пор идут споры о том, была ли кирпичная кладка, которой очень много на плато, сделана одновременно с мегалитами или позже. Считается, что все-таки позже, по крайней мере частично. Если одновременный кирпич так хорошо сохранился, то одно из двух. Либо это сверхпрочный кирпич, либо скалы плавили не так давно. Но в этом случае похоже одновременно. То, что монолит частично размягчили и он потек, это понятно. Но он натек на кирпичную кладку, вдавив несколько рядов. К сожалению, нельзя точно разглядеть, так это или нет. Но скала явно приобрела форму кладки. Конечно, можно сказать, что камень предварительно обработали, а потом подсунули кирпич.
Но вероятнее всего, что этого никто не делал. Следующее изображение подтверждает эту мысль. Здесь сначала для подпорки оторвали кусок камня от монолитной скалы внизу, который, тем не менее, остался с ней одним целым. Затем между двух скал построили стенку из обычного камня. Для надежности прошлись по краям чудо-аппаратом и немного наплавили скалы на стенку. Понятно, что такая конструкция будет стоять вечно. На данном изображении отлично видно, что кирпичная кладка просто залита жидкой скалой. Здесь уже не скажешь, что кирпичи подложили. Снимок ниже еще раз подтверждает, что кладка и мегалиты создавались одновременно. Соседний камень, видимо, не нуждался в обработке. Его окультурили и заложили кирпичной кладкой. Этот же валун, только в другом ракурсе. Хорошо видно, что камень просто потек, как течет бетон, когда на него воздействует вибратором. Скорее всего, продольные насадки только плавили монолит, а квадратные вибрации придавали нужную форму. Причем с этой стороны отлично видно, что потек только верхний слой, а нижняя часть скалы осталась без изменений. Следующее фото еще раз наглядно показывает, что валуны именно покрыты расплавом, как пирожное шоколадной глазурью. На заднем плане можно видеть, что на материнскую породу также воздействовали прямой насадкой. Делали это, видимо, для того, чтобы расплав дотек до нужного места скалы, после чего вода, стекая, не разрушает монолит. На переднем плане глыбу немного подровняли, а лишнее просто спустили вперед. Так делают лопатой, когда мешают цемент. Еще один замечательный экземпляр, на котором есть все виды углублений. Здесь видны меньшие по размеру, но более правильные квадратные отверстия. Они явно оставлены другой модификацией инструмента и, как правило, расположены отдельно, без явной схемы. Хотя в данном случае маленькие квадраты идут параллельно большим, но имеются и в других местах камня. Есть еще один интересный момент. Лесенка больших квадратиков, поднимаясь до середины валуна, обрывается, а дальше идет сплошной желоб. Такое впечатление, что лыжа-опора заскользила по жидкому слою. Все эти объекты обрабатывала, скорее всего, грубая машина, способная плавить большие объемы породы, но не приспособленная делать изящные вещи. О малых архитектурных формах Сигирии, которые были также изготовлены при помощи размягчения камня, в следующей части. Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки.